Всем привет! Меня зовут Ольга. Представляю компанию Guru Decor. Декоративные штукатурки мы с вами обычно наносим в наших видеороликах. А сегодня для разнообразия мы будем с вами клеить обои, почему бы и нет. Если, например, у вас квартира и вы делаете штукатурку декоративную, коридор, кухня, там ванная комната может быть, а где-то у вас обои. Мы на своем канале тоже опубликуем обои от А до Я, прямо со всеми, насколько возможно, подробностями. Так, что мы будем использовать? Нам, во-первых, нужно 2 ведра с чистой водой. Одно ведро у нас для того, чтобы вот тряпочка там была, мы будем излишки клея протирать. Тряпочку я использую вот такие обычные салфетки универсальные для кухни, как правило, мы их берем, да, себе домой. И не оставляет следов, очень хорошо убирает излишки клея. Где-то вот вы стыкуете, излишки клея, вот это вот убирает. Может, кто-то другими тряпками пользуется, ну, в комментариях напишите. А второе ведро у нас для непосредственно самого клея. Ну, клей обойный, рекламировать не будем, вот такой клей мы используем. Клей, кто какой любит, такой и использует. Разводим, это первое, что мы делаем. Так, кисточка. Смотрите, кисточка удобная, оп, и вот так вот. Ну, то есть она не там валяется, а здесь. И ножик канцелярский будет. Для того, чтобы развести клей, ну, во-первых, на упаковке написано, какое количество воды нужно, но я примерно знаю по опыту, что я набираю пол ведра вот такого вот 9-литрового и насыпаю туда клей, а если мне будет слишком густой, я потом его разбавлю. Создаем воронку и потихонечку начинаем по краю насыпать клей, вот так. По воронке, с краю. Не сразу туда его бухаем, а потихонечку насыпаем и перемешиваем. После того, как весь сухой клей мы насыпали туда, мы его оставляем загустеть и проверяем. Все, вот так вот. Оставляем. Он сейчас у нас загустеет, и мы посмотрим, надо ли нам добавить воды. Ждем. Смотрите детали по обоям. Я вот сейчас распакую и покажу вам этикетку. Я обои не продаю и не рекламирую. Я просто вам показываю, как, на что нужно обращать внимание. Ну вот по стыковке в частности. Например, вам может показаться, что обои без подгонки по рисунку. Да? Ну то есть вот они. И на первый взгляд они могут вам показаться, что они без подгонки. Но на этикетке написано, вот значок, 64 сантиметра. Это значит, что обои нужно подгонять по рисунку. И примерно через 64 сантиметра у нас рисунок повторится. Ну, то есть где-то что-то у нас состыкуется. Вот светлые, темные. Например, давайте уберу. Мешается. Ну, здесь вот на примере посмотрим. Вот у нас светлое пятно. И вот точно такое же пятно, к нему пара, будет вот такое же пятно, повторится у нас через 64 сантиметра. Ну, то есть мы этот лист поклеим, и пару к нему у нас останется обрезок. Короче, смотрите, на этикетке написано. Если там написано, что подгонка, это значит подгонка. Даже если вам кажется, что нету ее. Зрительно может казаться. Но когда вы поклеите, это будет видно. Ну, то есть прямо будет полоса, полоса, полоса видна. А если нет подгонки, там написано 0. Сейчас дождемся клея и начнем. А, кстати, давайте-ка время терять не будем. Смотрите, такие моменты. Обои мы по старинке клеим от окна. Почему мы так раньше делали? Обои были бумажные, клеились внахлёст. И от окна начинаем, вторая полоса сюда нахлестывается, и вроде как туда нахлест смотрит, и от двери-то нам его не видно. Сейчас мы можем клеить их хоть откуда, но по старинке, по привычке, по старой памяти мы клеим от окна. Нам нужно отмерить первую полосу, уровень. Хорошо, если уровень лазерный у вас. Я буду пользоваться обычным. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно проверить примерно вот этот угол. Он у нас западает или не западает? Вам, наверное, там не видно.
Там вот шарик вот этот, он должен быть посередине. Я считаю, что угол достаточно неплохой. Ширина полосы у нас 1,06 м. Значит, я отмеряю от угла примерно... Сколько мы возьмем? Сантиметра мало может оказаться. 1,05 м, наверное, будет мало. Давайте 2 сантиметра возьмем. Вот, 1,04 сантиметра от угла отмеряем. 1,04 сантиметра. Карандашиком как-то себе пометьте. Вот тут, например, вот. Это у нас ширина полосы с учетом того, что 2 сантиметра зайдут сюда, на эту стену. И теперь вот по этой риске мы можем для себя очертить линию. Уровень смотрим. Для чего это делается? Чтобы обои не ушли вправо-влево. То есть, чтобы более-менее ровненько было. И жирные не чертите. Знаете, бывает какая проблема? Вот у вас обои светлые, и вы взяли такие карандашом полосу нарисовали, а потом, когда начинаете клеить, эта полоса каким-то чудесным образом видна. Поэтому или очень тоненькую какую-то, смотрите по ситуации, или очень тоненькую линию какую-то, или когда вы обои поклеили, можно ее вот, ну, убрать, вот эту вот. Это мы делаем первую линию на каждой стене. От угла пошли, начертили себе. Соседнюю стену начнем клеить, точно так же начертили. Отмерили себе чуть меньше, чем ширина рулона. Если рулон у нас шириной 1,06 м, то отмерили примерно 1,04 м. Для того, чтобы сюда за угол завести какой-то остаток и потом излишки срезать. Немножечко там должно оставаться на углу. Ну, в общем-то, мы подготовились. Сейчас проверим клей. Клей густой. Видите, но он густой, но он без комков. Сейчас мы сюда нальем водичку и перемешаем снова. Нам нужна консистенция удобная, не жидкая и не густая, чтобы и клей хорошие свойства имел, клеящие, и вам его было удобно раскатывать. С помощью валика мы будем его наносить и кисточки. Еще можно налить. И снова оставим его немножечко, там минут на 10, и начнем клеить. Ну все, вот такая консистенция мне уже нравится. Еще одна предварительная подготовка. Смотрите, что я делаю. Чистая пленка, и я эту пленку расстелю вдоль стены. Для чего я это делаю? Я не крою обои на полу. Очень давно и никогда не крою. Может быть, вам это будет удобнее. То есть вы на полу подготовитесь заранее, все эти стыки найдете в лежачем положении, нарежете и будете клеить. Я так не делаю. Не знаю, когда это произошло, но вот так, как-то так. Я сейчас расстелю эту пленку, и дальше вы увидите, как мы клеим обои. Я не говорю, что надо так клеить обои. Я вам говорю, я так клею. Вы можете посмотреть как вариант для себя. Может быть, так легче будет кому-нибудь. Все, вот так вот расстелили, и все. И у нас чистый пол, как будто бы. Притворимся, что у нас чистый пол. Все, можно начинать. Так, с помощью кисточки промазываем углы. Я это делаю только верхнюю половину стены. Вниз пока не намазываем. И так как потолок у нас крашеный, аккуратненько около потолка потолок стараемся не пачкать. Если чуть-чуть запачкали, то вытрем. Для этого у нас есть как раз и тряпочка. Вот у нас, да? То есть заходим чуть дальше, чем отмеченная линия.
Далее. С помощью валика уже. Если вам удобно в ванночку клей наливать, можете наливать в ванночку. Раскатываем клей до середины. Максимально равномерно стараемся, потому что излишки клея потом тоже не очень хорошо. Так. Нанесли. Здесь у меня будет лежать ножик и шпатель пластиковый, прижимной, обойный. Вот такой шпатель пластиковый. Стоит рядом. Дальше. Для чего у нас пленка? Потому что я не крою обои на полу. Первый рулон у нас легкий. То есть вот он на чистой пленке, я его просто разматываю и небольшим запасом на потолок, потом можно будет обрезать. Здесь по этой линии, вот наша линия, вот мы ее отмерили. И обоина у нас теперь по уровню. Выравниваем. Вот так вот. Все. Теперь можно прижимать. Руками обязательно трогайте, потому что глаз не всегда видит. Где-то пустоты или еще что-то лучше видно, либо снизу, когда вы стоите, либо руками чувствуется. Разгоняем. Так, все. Пустот нету, никаких пузырей нету. Теперь нам нужно обрезать верх. Смотрите, этим же шпателем вот туда кверху вот так вот прижимаем. У нас видна черта, прямо грань видна. Вот он, лишний сантиметр. И теперь мы обрежем. Ножик обычный канцелярский, страшненький, такой старый, знаете, всегда его ношу в сумке. Вот я уже лет 10 как, наверное, не работаю руками, а ножик вот обязательно должен быть у меня в сумке, как без ножа. Нож и лезвие. Вот так вот далеко лезвие не доставайте. Коротенько. Видите, оно вот так. Нам надо, чтобы оно жестче было. Немножко. Вот так. И направление кверху. Не так вы режете. Не в середину. Видно, не видно? Вот так лезвие держим. Убираем. И ровненький угол получается. Сейчас мы его еще раз прижмем, подклеим где что надо и спустимся вниз. Так, здесь все. Теперь здесь все. Теперь подожмем, смотрим, надо ли добавить клей. И вот этот угол. Этот угол обрезаем точно так же. Лезвие держим вот так. Не так, не так, а вот так.
и обрезаем с запасом. То есть 2 мм должно остаться здесь, на этой стене. С запасом. Вот палец я тут, видите, держу как ограничитель. Вот он у меня здесь. Он не дает близко подойти к углу. Ногти от этого, конечно, жесть какие слабые становятся. Ну, то есть у меня, видите, вот он. Вот. Обрезаем. У нас верх готов. Теперь можно взять тряпочку, кстати, да, спуститься. Для чего у нас здесь вода? Вот эта тряпочка, она убирает излишки клея. На потолок же мы намазали немножко, нужно это убрать сразу. Не надо ждать, когда там что-то высохнет. Аккуратненько протерли и все, вот. Все, здесь больше нигде пока излишков никаких нет. И теперь спускаемся вниз. Первая полоса, она самая длинная. Ну, то есть вот рассказать, как, чего режется. А дальше там стыковка и все. Смотрите, вот у нас здесь валяется рулон. Мы его вот сюда развернули, отмерили. Вот у нас, видите, грань, пол. И все, и обрезаем. Можете чуть больше сделать. Все, рулон убираем. Он у нас на следующую полосу. А теперь мы делаем вот что. Поднимаем. Домазываем то, что не домазано. Вот видите, он же у нас на сухой висит. Поднимаем и намазываем клей. Все. Вот у нас тут прижато сверху. Берем от середины, гоним вниз. И дальше елочкой по краям. И рукой проверяем. К низу прижимаем. Теперь вот там, где у нас валиком же мы до пола не дошли, кистью добавляем клей до самого низа, чтобы все приклеилось и ничего там не болталось потом. Все. Обрезаем точно так же угол, вот этот вот оставшийся, оставляя туда нахлест, вот на эту стену пару миллиметров. Тоже смотрите на руку. Палец у меня как ограничитель, и ножик вот так режет.
Следующий участок точно так же клей кисточкой вверх. Блин, такие, знаете, вот стремянки такие страшные стали. Раньше, блин, купишь стремянку и работаешь ей долго-долго. А сейчас просто жесть какая-то. И дальше валиком. Что-то какие-то крупинки попадают. Смотрите внимательно, чтобы мусоринки не попадали. Это бывает, когда на полу, например, кисточкой заденешь, и вот такая вот какая-то лабуда получается. Убирайте сразу все вот эти крупинки. Так, точно так же до середины раскатываем клей. Пошире, чем полоса. Сейчас будем искать стык прямо на весу. Берем тот же рулон, ориентируемся, что у нас примерно 64 сантиметра, как вы помните. Кладем его вниз, точно так же, и разматываем. Так, мы нашли рисунок. Там снимается, да? Так, вот он, смотрите. Вот эти вот треугольнички, белые всякие там. Вот они наверху здесь. Совпали. Теперь мы прижимаем вот этот верхний край и срежем его. Немножечко с запасом отрежем для начала. Не прорежьте потолок. Срезаем вверх, также в угол. Вот приподними. Вот смотрите, видите, вот я здесь стою и точно так же я срезаю. У меня палец как ограничитель. Ножик у меня повернут лезвием кверху. Мы срезаем к потолку. Убираем этот излишек. Вот он. И сейчас вторую часть обрежем, и будет нам счастье. Здесь возьму с запасом, обрежу, потому что я там не достаю. Этот кусок выкидывать не нужно, пусть он где-нибудь лежит, он может пригодиться. Так, теперь нужно взять кисточку и подмазать верхушечку, ее доклеить. Здесь можно краешку поближе вот так клей добавить, чтобы стык хорошо приклеился. И вверх добавить шпатель прижимной, обойный, пластиковый. Смотрите, шва практически нет. Вот. Прижимаем. Если видите где-то, например, миллиметрик расходится, рукой можно прямо помогать. Вот так. Вот так вот. И руками тоже проверяйте, потому что может быть где-то пустота, а может быть нахлест, который вы можете не заметить. И прижимаем. У нас ровный край наверху. Так, все, верхушка у нас на месте. Я подвинусь. Так, я знаю, что есть специальные козлики, знаю. Но со стремянки я же... Зачем мне козлики? Я не клею обои на заказах. Поэтому я по старинке со стремянки поклею. А вы можете уже себе, конечно,
Вот средство для подъема вверх, любое удобное. Есть специальные козлики, раскладные, перевозные и так далее. Также никто не отменял самодельные сборные козлики из всяких деревяшек. Так, неудачный момент. Неудачный момент у нас на пути распред коробка. Ну ладно, хорошо, будете видеть, значит, что мы сейчас что-нибудь будем придумывать. Обрезаем остаток. Ножик всегда острый. Если чувствуете, что режет плохо, значит можно сломать. Здесь есть вот такие риски. И по этим рискам можно ножики ломать. Не менять все время лезвие, а поменять, сломать тупой кончик. Так, тряпочка у нас рядышком, кто помнит. Убираем излишки. Обрезаем низ, так же, как и в прошлый раз. Прислонили. Обрезаем к полу. Поднимаем вот эту часть и намазываем там клей. От середины и елочкой к краям. Не забываем про стык. На пути розетки. Тоже смотрим, как розетки обрезать. Ну, кто боится проводов, вот смотрите, вот так вот кругляшочком прямо вырезаем. Не надо вот такими квадратами вырывать. Обрезайте кругляшочек, так лучше. Спокойнее, по крайней мере, так. Я не боюсь проводов. Я спокойно вырезаю. Ну, ударит, может, пару раз. Ничего страшного. Так, а здесь у нас провод, который должен быть сюда. Просовываем. Вот сюда его. Вот он. Видим, что там клея надо немножко добавить. Кисточка у нас рядышком. Ну вот с клеем, кстати, около розеток аккуратно. Все-таки клей — это влажная консистенция.
Вот так вот. Так, все, шов мы посадили, стык. Теперь остаток пригладим и клей периодически можно добавлять. Только немного, излишки, чтобы тоже там не копились. Там бывает останется и высыхает бугром потом. Здесь тоже розетки. И подклеиваем низ. Кистью добавляем клей. И прижимаем. Все, плотно приклеенный. Ну, я думаю, что теперь можно протереть излишки клея чистой влажной тряпкой. Также трогаем рукой, потому что клей чувствуется, он скользкий. Вот так вот уберем тоже. Здесь мы уже протирали, а вот стык еще не протирали. Мы с вами посмотрели, как начать клеить обои, как отмерить линию ровную по уровню, как найти стык и как вообще поклеить, в принципе, второе полотно, да, и мы поклеили уже 2 стены. Давайте посмотрим, как мы будем работать со внутренним углом. Я могу сказать, что безотрывно обои заводить не нужно. Сейчас я покажу. Ну вот, допустим, кусок обоев, обрезок. Вот вы, например, вот здесь клеите, и вот так вот поклеили, и вот сюда пошли. Так делать не нужно. Не получится. Во-первых, углы у нас не идеально ровные. У вас где-то обязательно появится пустота. Потом при высыхании обои тоже могут, ну, немножко... Когда они намокают, они растягиваются, а высыхают, немножечко как бы садятся, и там будет пустота. Надо угол делать резной.
То есть мы поклеили полотно, завели сюда чуть-чуть, обрезали там миллиметр-два миллиметра. И сейчас мы будем клеить следующее внахлёст. Я покажу, как это сделать. Все точно так же, как и раньше. Наносим клей, углы с помощью кисти, остальное валиком. Точно так же половина стены, потому что краю я на месте, ну то есть на полу я не нарезаю. Смотрите, я отмерила себе линию снова. Не рассчитывайте, что все стены будут, они могут быть и штукатуренные, и они могут быть ровные, но они не всегда по уровню, поэтому от каждого угла лучше всего начинать разметку снова. Новый лист с угла, разметка. Что касается подгонки обоев в углу. Если это явный рисунок, то есть цветы, листочки какие-то, да, вензеля, то здесь лучше тоже подгонять. То есть совмещать рисунок вот этот. А при таком, ну вот при таких обоях, ну такой хаос, я соединять не буду. Искать подгонку я не буду. Еще раз повторюсь, если бы это были цветочки, листочки, вензелечки, то обязательно нужно в углах тоже подгонять по рисунку обои. Берем рулон новый. Вверх с запасом там сантиметрик, допустим. Здесь соединяем, где он? Вот он. По линии. Так, вверх надо выше. Вот так вот. Вот так вот. Здесь у нас нахлёст на соседнюю стену. Прижимаем шпателем пластиковым. Видите, у нас нахлёст сантиметровый, и мы его будем сейчас обрезать так же, как вверх обрезали, точно так же ножиком, острым, канцелярским. А может, уже и за эти годы специальные ножи какие-то придумали. Но мы пользуемся вот таким. Обрезаем вверх, направление лезвия держим так. Не под 45 градусов, а кверху. Не имея опыта, вы можете брать какой-то шпатель, какой-то ограничитель. Ну, то есть, чтобы ровненько получалось. Вот так вот. Вот так вот. И теперь острым краем вот так вдавите туда, чтобы у вас линия была. Держим лезвие вот так. И обрезаем прямо в угол. Но не вот так вот в угол, а вот так. Лезвие внимательно держите. Если вы будете так держать, у вас там такая пролысина может еле-еле заметная, но бросающая в глаза. А вот таким образом у вас такой ровненький должен получиться угол. Вот. Уже не оставляем миллиметр-два, а просто срезаем в угол. Убираем излишек. Вот он. И смотрите, сейчас я прижму, вы увидите.
Видео и так уже очень длинное получилось. Вот угол. Вот так. Все. И спускаемся вниз, делаем то же самое. Не забываем излишки клея убирать. Тряпочка у меня здесь. Я сразу же их уберу, чтобы 100 раз не лазить. Влажная, чистая, все время ее протираем. Клей на ней не копим. Физкультурно-оздоровительное мероприятие, клейка обоев подошло к концу. Начали мы клеить в 10 часов. Сейчас время 2 часа. 4 часа ушло на поклейку комнаты. По стенам здесь примерно 32 квадратных метра. При том, что 2 часа мы клеили 3 стены, и остальные 2 часа мы барабались вот там, где батареи, трубы и так далее. Даже не хочу показывать, как там. Вот все точно так же вы клеите, как и обычные стены. Только долго, трудно, муторно. И за батареей заводим. Туда руками, тут на корячках. В общем, как-то так примерно. Инструменты те же самые, способы те же самые. Намазываем клей и шпателем прижимным, пластиковым раскатываем вот это вот все там, ну, чтобы пузырей, да чего не было. В общем-то и все. Все основы, мне кажется, мы показали. Больше мне в данном случае показать нечего. Ну, есть другие варианты. Опять же, повторяю, что если были бы цветы, например, то я бы вам, может быть, показала, как в углах соединять рисунок приблизительно. Но там смысл тот же самый, что и на обычный шов, только это угол. И немножко рисунок все равно со сдвигом, так как угол резной. В любом случае он резной. Ну вот и все. Ну и ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока.